Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Сейчас очень ответственное время в уходе за любимцами, настоящими звездами осеннего цветника, за хризантемами, особенно за мультифлорой. Посмотрите, эти зеленые шары пока все одинакового зеленого цвета, но на каждом уже видны зачатки или уже есть самые-самые маленькие такие бутончики. Все зависит от сорта. На ранних сортах уже есть бутончики, на средних только начинается формировка будущих ярких звездочек. А на поздних сортах пока ничего не видно. Сплошные зеленые листики. У них процесс бутонизации начнется позже. Чтобы эти звездные любимцы стали настоящими, яркими такими шарами, сейчас, в конце августа и в начале сентября, нужно провести очень важные подкормки. Для этого им нужны такие элементы питания, как калий и магний. Именно жидкие органические удобрения для внекорневой подкормки сейчас наиболее эффективны. Именно они быстро доставляют калий и магний в клеточки растений. Если же у вас нет таких удобрений, то используем другие удобрения. Нынче очень популярны и доступны минеральные удобрения для цветущих растений. Разные фирмы делают их, сразу же компонуют, и в этих удобрениях сбалансированы все питательные вещества для растений, которые собираются цвести или зацветают. Вот эта подкормка может быть использована в ближайшие дни плодородного тельца. А именно назову вам и напомню даты: 27 августа, 28 августа и утром, только утром, 29 августа. Вечером это уже время перехода в знак Близнецы, и ни в коем случае поливать и тем более подкармливать под корень нельзя. Но если же вы полили и температура не очень-то высокая, уже жара ушла, тогда 29 августа вечером возможно провести только внекорневую подкормочку. Это сейчас у нас 2021 год, потому что у нас есть такие зрители, которые слышат дату в следующие годы и выполняют эти работы. И каждый год в разные даты разные знаки зодиака и, конечно, разные положения Луны, то ли убывающая, то ли растущая Луна. Поэтому вот это сейчас, то, что я назвала эти даты, это время 2021 года. Итак, плодородный телец 27, 28 и утром 29 августа хорошо полить растения, причем правильно полить, не сверху, а именно под сами растения. И можно подкормить 27-28 вечернее время, если у вас есть для корневой подкормки, то есть сбалансированные минеральные удобрения, вот эти минеральные удобрения можно вот использовать вместе с поливом. А вот уже 29 августа утром можно полить, а вечером только внекорневая, пожалуйста, внекорневая подкормка, потому что могут быть проблемы с корнями, и растение может погибнуть. По поводу вот этой даты, этих дат в конце августа мы разобрались. А также еще нужно эту работу провести еще в один период. Это начало сентября 1, 2 сентября. Это вечернее время, поливаем. Это, кстати, рак, очень хорошее время для полива. И в эти же дни можно провести внекорневую подкормку или подкормку под корень. Помните, подкормка под корень вместе с поливом. Сначала поливаем, а затем даем подкормочку. Иначе могут корни быть
получить ожог и, естественно, будут болеть и не дадут такое цветение. Это очень важно. Ну и утром можно еще 3 сентября поливать, 3 сентября 2021 года, а вечером, возможно, подкормочка, только внекорневая. Очень хороший еще период, 2 дня, 6 и 7 сентября в Деве. Здесь и подкормка, и в то же время очень хорошо поливать растения, и будет нужный эффект. Хотя это время новолуния, но можно использовать эти дни для этой важной работы. Вот эти два агроприема, поливы и подкормки, очень важны в ближайшие 10-14 дней для успешного цветения хризантем мультифлоры. Кроме этого, нужно осматривать растения хризантем мультифлоры, чтобы на них не завелись вредители. Очень много сейчас вредителей, поэтому будьте внимательны. И в первую очередь собираем улиток и слизней, которые в этом сезоне после ливней в июне до сих пор атакуют растения хризантем. Просто приходится все время, каждое утро находить все новые и новые вот эти улитки, которые ползают на наши кончики вот этих цветочков, на бутончики усаживаются и питаются этим соком и самими цветочками. Так что будьте внимательны, просто собирайте, ну и, естественно, уничтожайте их. Также в это время, в ближайшие 2 недели, можно провести профилактическое опрыскивание против вредителей. Температура сейчас уже падает и во многих регионах позволяет использовать абсолютно любые препараты. То, что у вас есть, используйте. Только обработку нужно проводить в вечернее время. Именно тогда, когда температура устанавливается в пределах от плюс 20 до плюс 16 градусов. Это очень хорошая температура, и для растений это хорошо, но и для вредителей это не очень хорошо. В это время работают препараты эффективно. И еще одна обработка, на которую я прошу вас обратить особое внимание, это обработка для защиты хризантем от грибковых заболеваний. Это просто бич, особенно там, где дожди прошли, особенно там, где ливни пронеслись. И поэтому нужно при температуре ниже вот плюс 28 градусов, есть уже такие дневные температуры, и дальше они уже будут, вот можно использовать уже, конечно, в радость многим, химические фунгициды. Это, снова же, препараты разные, называть не буду. В разных магазинах, в разных странах они есть, химические фунгициды, или же биоинсектициды. Естественно, очень хорош триходермин, фитоспорин, ну и другие биопрепараты. Все зависит от того, где вы живете и какие есть у вас возможности. Вот их можно использовать. Обработки растений в любом случае нужно проводить, напоминаю, вечером, только вечером. Все равно днем еще солнышко припекает, и если мы днем это будем делать, эффективность и для вредителей выходят в вечернее время на охоту, поэтому нужно. И, кстати, по грибковым тоже вечернее время очень хорошо работают все препараты. Температура позволяет полностью раскрыться этим препаратом. И, конечно же, не забывайте убирать сорняки, а после полива вспушивать землю вокруг хризантем. Вот после этих забот, после такой заботы мультифлора обязательно порадует нас чудесным цветением этих прекрасных звездных шаров. Авторы канала Раиса Гриченко и Александр Волик желают вам всем крепкого здоровья и здоровья вашим осенним звездам, звездам садов, дач, огородов, цветников. До новых встреч на нашем канале!